Ребята, сегодня у нас не совсем обычный обзор, я бы сказал, совсем необычный для нашего канала, но, друзья мои, наш канал все-таки о мечте и о путешествиях, и путешествия можно делать на разных судах, морских и воздушных. И сегодня у нас на обзоре вот такой бриллиантик австрийской компании Diamond. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус, и сегодня мы посмотрим вот такие самолетики. Компания Diamond выпускает одно- и двухмоторные модели и объединяет их то, что у них дизельные двигатели, ребята. Это то, что и на яхтах, да, дизеля на яхтах стоят, дизеля стоят вот здесь на этих самолетиках. И, соответственно, что это нам дает? Это дает то, что вы можете заправиться на любом аэродроме практически и дизелем, либо керосином, да, он есть везде, вот, и регламентные работы очень недорогие, то есть я здесь общался с одним владельцем Diamond 40-го, и он мне называл какие-то смешные цены владения, порядка 2-3 тысяч в год он тратит евро на обслуживание этого самолета, вот, и сейчас он заказал двухдвигательный самолет, соответственно он назвал до 4000, до 5000 евро обслуживание самолета двухдвигательного. Вот такого сейчас я вам покажу. Это 42-й. Он в обслуживании будет стоить порядка 4000 евро. Это совсем мало. Конечно, я рад как ребенок здесь поучаствовать. Это все абсолютно без всяких прав рекламы, это вот действительно от души то, чем я хотел с вами поделиться, да, одна из моих мечт, да, которую надо было осуществить немножко раньше. Но давайте о другом. И давайте, ребята, я вам немножко расскажу о самолетах Diamond, да, блин, настолько красивенькие самолетики, мне очень нравятся, они используют композитные технологии. Они из углепластика, опять же, связь с яхтингом. И, как я сказал, у них дизельные двигатели, ребят. Это нам дает экономичность полета, это нам дает свободу передвижения по топливу. Опять же, да, вот как там парусный катамаран, скажем, да, в отличие от какого-нибудь там Сансикера или Принцессы, он предназначен для путешествий. Во-первых, они многоместные, для семьи, да, предназначены. А во-вторых, у них дизельный двигатель, который позволяет заправиться практически в любом селе. Давайте я вам расскажу про модельный ряд немножечко, да, тех самолетики, которые здесь стоят. Смотрите, начнем с DA40. 40 это значит, он может быть четырехместный, и он с одним двигателем у нас. Но у него достаточно широкий уже фюзеляж. Видите, да? Крыло, как у планера. Тоже надо сказать, что компания Diamond делала планеры, да, и у нее идет туда традиции, да, ДНК оттуда заложена, соответственно, они очень летучие такие самолетики, и они очень безопасные, статистика об этом говорит. Здесь у нас 4 места, зацените. У этого самолетика у нас еще шасси не убирается, вот, видите, то есть шасси фиксированное, вот, это такой самый начальный, первичный вход, скажем, entrance level самолета. Вот, и здесь уже стоит Garmin. Кстати, ребята, здесь Garmin стоит правильный, потому что Garmin изначально делает для авиации, а вот для яхтинга как-то не задалось. У них и с экшн-камерами. Стоимость такого самолета от 550 тысяч, уже готового к плаванию, хотел сказать, к полету. Вот. И, соответственно,
Ну, содержание порядка 3000, не содержание, сервис порядка 3000 евро в год. Следующий самолет — это действительно бриллиант. Среди одномоторных самолетов это уже DA-50, он может быть 5-местным, но смотрите, какой он красивый, блин, насколько он мне нравится. Здесь двигатель Continental стоит, тоже дизельный двигатель, новенький, и мне нравятся композитные самолеты, они действительно изящные, посмотрите, какой у него профиль. И красивый самолет, как красивая яхта, он плохо летать не может. Мы видим, да, здесь уже 5 мест у нас, вот. Отдельный вход. Должен ли быть самолет двухмоторный либо одномоторный, но это уже как у яхтсменов. Катамаранщики, однокорпусники, вот они между собой разбираются. Ну, мнения очень различные. Следующий самолетик, который я вам покажу, это DA-42. Это маленький двухмоторный самолет, вот здесь. Шасси уже убирается, да, уже с 50-го убирается шасси. И выглядит он действительно очень красиво. Здесь может быть 4 места. Стоят их двигатели дизельные, фирма Austro. Это переработанные мерседесовские двигатели, которые они адаптировали к, опять же, хотел сказать, к яхтингу, да, которые они адаптировали к авиации малой. Самолет действительно прекрасно выглядит, он выглядит обтекаемо. Вот. Законцовки крыла какие. Вот. И да, вот 20 лет выпускается. DA-62, он может быть 6-местный, даже 7-местный. Блин, ну просто бомбезный самолет. Я бы хотел, конечно, такой. Вы видите, какой я тут возбужденный. Мне это все очень нравится. DA-62. Такой самолетик уже стоит порядка 1,6-1,7 миллиона евро, укомплектованный. Вот. Может быть с системой антиобледенения, радар может стоять и куча очень полезных вещей здесь может, которые помогают пилоту как начинающему, так и уже опытному. То есть в этом самолете 7 мест, ребята, 7. Вот. 1, 2, здесь 3 места, 3 места. И вот такие места еще здесь сзади. Очень жалею, что когда была возможность, я не пошел учиться. Вот, но сейчас попробуем полетать. Вот наш самолетик, ребята. Сейчас мы полетим на тест-флайт. Вот на этом самолетике DA-50. Вот. Блин, первый раз лечу на таком маленьком самолете. Так, мы загружаемся в самолетик. Вот наш кипер, хотел сказать. Наш кипер. Ух ты, тут даже есть. By a FedEx, by an ECU basically. We have 2 ECU channels, Alpha and Bravo, so it's all done automatic. All closed. Engine master is coming on. So all check control is automatic? The engine parameters is done by the computer, absolutely. Wow. Prop is clear, and then oil pressure. Ребят, заводится как автомобиль вообще, как машина работает. Разгоняемся, взлетаем. Что ж, я могу сказать, что самолет себя ведет очень уверенно, очень стабильно, особенно для однодвигательного, и ты не получаешь никакой вибрации. Мне дали порулить, мне дали поуправлять этим самолетиком. Опять же, огромное удовольствие. И какая красивая Австрия. Внизу мы видели, мы подлетели к замку. Облетели вот такие горы небольшие. И действительно, это очень красиво. Получаю огромное удовольствие сейчас, ребята. Самолетик летит так уверенно. И полчаса пролетели просто вот как 1 секунда. Пилот себя вел очень уверенно. И даже какие-то фигуры небольшого пилотажа показал нам. И все это вместе вот с красивыми такими видами. Это получаешь от этого огромное удовольствие.
друзья, закончился наш тест-флай на этом великолепном самолетике. Огромное удовольствие я получил. И, конечно, управление современными самолетами – это какое-то удовольствие. Ты не заморачиваешься над чем-то еще. Это наш самолетик. Ребята, 4 места. Здесь вот 2 спереди, 2 сзади. И у нас еще есть тут багажник, багажное отделение. Все вот как в настоящей машине. Вот красивая отделка, обивка. Все как в приличном, красивом автомобиле. Как и в каждой марине, как и в каждом порту яхтенном, да, есть ресторан. Так и в каждом таком аэропорту, аэродромчике есть свой ресторан, свое кафе. Опять же, параллели с яхтингом. Это кафе называется «Катана». Это в честь самолета. То есть у них катаны были, и у нас в яхтинге есть катаны. Вот так вот. Вот этот самолетик, который выпускал Diamond, называется «Катана». Видите, вот у него написано «Катана». Сейчас он здесь уже как памятник стоит. Это у нас турбопроп Piper M600. Тоже красивый самолетик с таким фюзеляжем. Ну, это уже такой для дальнебойного использования. Я, ребята, уже в такой самолетной тусовке здесь участвую, и мне дали посидеть вот в Пайпере. Здесь видите, какой штурвал, такой, как в самолетах 30-х годов. Ну, тут надо уже такие усилия нормальные прилагать, чтобы им рулить. Такой консервативный самолетик, опять же, Garmin, да, то есть вот здесь это просто топ. Но все равно здесь такая душа есть в этом самолете, он мне действительно нравится. И сейчас, ребята, я вам представлю Владимира Копытина, который у нас пилот с детства, с юности. С юности, да. Он представляет эти самолеты. Наш канал про путешествия. И твои самолеты тоже для путешествия. То есть давай практические вещи. Сколько стоит путешествие вот на таком самолете, там, на меньшем и на двухдвигательном самолете? Если мы говорим про самолет Diamond 40, однодвигательный, четырехместный, в принципе, у него себестоимость его часа, она соразмерна с прямой стоимостью путешествия на автомобиле. То есть расход у него получается до 25 литров на час полета, расход керосина. Который дешевле, да, чем бензин и дизельное топливо. При скорости самолета, если мы говорим там Diamond 50-го, Diamond 62-го, которые в круизном режиме там в районе 300 км в час, и расходе двухдвигательного самолета 45 литров керосина на литр, при пересчете на 100 км вы увидите, что это расход джипа. 45 литров у нас двухдвигательный, 50-й вот такой. 50-й вот такой он будет в районе 40, а 40-й 25. Регламентные работы. Здесь Diamond тоже в этом вопросе очень комфортный. Шаг обслуживания 100 часов. В общем, если мы посчитаем годовой расход 40-го при среднем налете от 100 до 200, ну, в основном сколько летают путешественники, расходы на сервис будут до 3000 евро. 3000 евро в год в среднем, да? Это на одномоторный? Это на одномоторный, это расходы на сервис, и расходы на КАМА, это продление летной годности. Двухмоторный? Двухмоторный, ну, мы берем коэффициент 1,7. 1,7, где-то пятерка будет. Это пятерка, 5000 евро в год. То еще хоть... Ага, стоянка. Мы говорим про ангарное хранение. Есть ангарное хранение, ну, скажу по ценам Словении. В международном порту Марибор, это как раз граница, север, граница с Австрией. Стоимость хранения Diamond 40 300 евро в месяц, Diamond 62 500 евро в месяц. Это, я подчеркиваю, международный аэропорт. Хранение, если в аэроклубах самолет находится, там значительно скромнее, до 200 евро максимально, в зависимости евро от локации. В месяц? В месяц, да. Красота просто. Так, дизельные двигатели. Его можно обычным дизелем заправить? Дизельным топливом? Ну, так как он турбодизель, его, конечно, можно заправить топливом. Когда-то первые самолеты, я еще помню эти инструкции, когда они там с 2008 года пошли. Единственное ограничение было не ниже 5 градусов, но это не имеет никакого смысла заправлять дизель, потому что дизель дороже. Ага. Ну и вы же понимаете, что качество дизеля вам никто не прогарантирует, где вы им заправитесь, поэтому... Не, ну окей, вот сели в поле просто, в кукурузном поле, есть только
Александр, ну самолет турбодизель, это дизельный как бы. Да. Исходя из В этого, принципе, да, на можно, дизеле да, он работать, да, конечно, да. будет. Да. Здесь Да. идет немножко момент от обратного, как турбодизель работает на керосине, но это адаптированный авиационный двигатель, это не автомобильный. Это авиационный, который сделанный на базе двигателя Mercedes и доработанный и сертифицированный как авиационный на авиационном керосине. И по времени скажи, сколько выучиться летать, вот, ну скажем, на одномоторном, да? Обучение включает в себя 100 часов теории, которые мы проводим или в классе, или в онлайн. Это порядка 10 недель. И 45 часов и 1,5 часа экзамен практики, практический. То есть, в общем, обучение, если у человека есть возможность выделить время исключительно на обучение, занимает 3 месяца. Это уже с экзаменами, с теоретической подготовкой и с прохождением медицинской комиссии. Ага, отличненько. Рекомендую школу Владимира Egmont Aviation, она тоже так же называется. Да. В Словении, Спасибо. ребята, очень комфортная. Владимир у нас действительно боевой летчик был в прошлом, и, соответственно, подход мне его импонирует. Володя, тебе спасибо и Спасибо большое. удачи Спасибо. и нашим зрителям. Да, Спасибо. оставайтесь на нашем канале. И нам удалось вырвать на тест-флай двухмоторный DA-62. Я лечу с девчонками, с мальчишками. Смотрите, какой красавчик у нас на тесте. Прекрасный, красивый, двухмоторный. Аляша, сколько в нем мест? Вообще? 6 мест, это VIP. 6. 6 мест в виповский самолетик. Вау! Слушайте, и они похожи все на хорошую, дорогую машину. Мне это... Ой, смотрите, яхтенные крючочки, ребята. Яхтенная тема везде рулит. Ну что, погнали. Попробую залезть со своей тушей сюда. О, как красивенько. Опля. Это просто можно Так, ремни. Ремни какого автомобиля. Что ж, друзья, мы сейчас готовимся к отлету. У нас двухмоторный самолетик. Двухмоторный. Вот, смотрите. Вот моторчик здесь один. Там второй. Наш пилот Матиас сейчас все готовит к полету. Вот, старт. Вот так мы заводим моторчики. Я, ребят, могу сказать, что как-то быстро это все здесь получается. Я часто смотрю видео Васильева. Там такие чек-листы вообще страшные. Вот как-то хрясь-хрясь и все. И вот. Могу сказать, что двухмоторный самолет себя ведет еще более стабильнее, то есть он едет просто как по рельсам. Это действительно такой круизный самолет, да, для дальних путешествий. Вот. И просто при вменяемом обслуживании, при вменяемом содержании. И получил огромное удовольствие. Очень веселый пилот, вы видите, нам попался с такими заворотами. А теперь мы подлетели к нашим соседям, к одномоторному DA-50. И смотрите, как близко мы подошли вообще. Ой-ой-ой, как мы близко подошли. Почти касаемся их крылом. Нереально, просто нереально.
Да, мне это нравится. Что ж, друзья, мы только что полетали на двухдвигательном Диаманте 62, это флагман. Мои такие обывательские впечатления, он, конечно, постабильнее идет, но сложнее в управлении, вот Володя мне говорит, соответственно, это уже следующий этап, то есть начинать, если летать, видимо, с одномоторного, это вот такие рекомендации. Но самолет действительно очень стабильный, и те мои впечатления, которые я когда-то там летал, опять же, как пассажир на таких постсоветских самолетах, блин, ну это небо и земля, это Москвич и Мерседес. Этот самолетик летит, конечно, очень уверенно. И я только что залазил в Piper M600. Вот то же самое, как старая машина отличается от новой, современной машины. Ребят, ну, меня переполняют чувства от этого путешествия, от этой возможности побывать в небе. И действительно, какая красивая наша Земля, насколько прекрасная она, и как приятно, как захватывает любоваться ею с неба, сверху, вот с полета птицы. Это действительно нечто, да. Это вот, наверное, главные чувства, которые у меня остались. А второе, это то, что действительно такой самолетик дарит возможность свободы. Ты можешь просто передвигаться. У меня вот просто разыгрались фантазии от возможностей, да, что его легко и заправить, и достаточно недорого летать на нем. Ну, это действительно класс. Просто когда-то цель была недостижимой, да. Это была цель для избранных. Сегодня и самолет можно купить, еще легче стать пилотом за какие-то вменяемые деньги, досяжные, да, такие. Но, ребята, обратите, что это только после того, как вы станете шкипером. Потому что яхта — это первая мечта, как первая любовь. И, ну, самолет и яхта — это вот две мечты, которые идут рядом и друг другу просто помогают в симбиозе. И, как сказал классик, летайте на таких прекрасных самолетах и зустрінемось в небі.